Здравствуйте, мои дорогие друзья, представители знака зодиака Рыбы. Второй прогноз. Январь 2026. События на пороге. Знаки судьбы. Давайте узнаем, чего вы не видите. Или то, что от вас может быть скрыто, чего вы не предполагаете. Давайте допустим, что мы не все действительно знаем, не все можем объективно рассмотреть. Или предположения наши тоже бывают ошибочны. Но те процессы, которые, возможно, не от нас зависят, а от других людей, от обстоятельств, может быть, и от сильных мира сего, они все равно продолжат развиваться. А январь– последний месяц, когда Уран находится в ретро-движении и в знаке Телец, буквально до 4 февраля. Это какая-то прошлая история или прошлая тема, но в данном случае Уран нам помогает постепенно завершить сложные темы, расставить логические точки в волнующих историях, и в центре внимания наше благополучие. И вовсе не обязательно, что от нас кто-то там нарочито что-то скрывает. Мы сами можем тоже так же обманываться или, может быть, ненарочно, мы просто не видим что-то. Поэтому давайте будем реалистами, рассмотрим с вами какие-то альтернативные варианты. И первая колода– это старинная, не менялись значения, хотя, конечно, колода-то новая, но тем не менее современная, скажем. Но значения изображения, они вот нам пришли из глубины времени, из глубины веков. По-моему, я искала где-то век, не то 18, не, где-то так первая колода была создана, оракул Сибила. Ну ладно. Пойдем дальше. Чего вы не видите? Вот мы 3 карты, как 3 знака судьбы достанем. Итак, мои дорогие рыбы и рыбки, чего вы не видите? События на пороге. События с первых дней января. Вихрь какой вас закружит. А может быть наоборот, все будет размеренно, умеренно. И вторая колода 78 дверей – это метафорические карты. Продемонстрировали нам открыты двери или закрыты, куда нам нужно идти, где, может быть, придется, ну, так и в обход отправиться или ключи какие-то найти. Давайте узнаем, что придет в вашу жизнь, а что уйдет, что будет продолжаться. Хочу перемешать. Чем не соблазняться? Ну, как бы нам это помешать может. На что соглашаться? Это во благо. И чего опасаться, с чем быть осторожнее. Итак, чего вы не видите? Ну, тут, знаете, какие-то ваши неаккуратные, скажем, действия могут дать совершенно обратный эффект. Называется тюрьма, но опять же будем, да, тут реалистами. То есть это вы не видите. И раз не видите, этого сейчас нет. Мы рассматриваем именно какую-то ситуацию или обстоятельства, когда, возможно, вы что-то думаете или предполагаете, может быть, уверены, что это какое-то правильное с вашей стороны решение. А нам говорят, ты не видишь, что для тебя это буквально может оказаться как какая-то ловушка или тюрьма. Или потом что-то так станет на паузу, что вы себе спасибо не скажете. Давайте будем дополнять. Это вообще нам о чем? Или что за сфера жизни? Удача. Вы в чем-то видите удачу? Я бы сказала, легкие деньги опасны, но это с заходом на 40-е годы, правда? Весь период Плутона Водолея ни разу не говорит о деньгах, которые легкие приходе, да, таком, лотереи какой-то. Нет, тут имеется в виду только самому заработать. Но вы можете рассматривать какую-то тему, что «ух, мне повезло» или «это для меня какая-то удача». Чего вы не видите еще? У вас, знаете, как может получиться? Вы решили словно... Вы можете чувствовать, да, вот удача. Может быть, дела идут в гору. Или, ну, как-то получается, тем не менее, у вас решить какую-то задачу. Но это может вам отчасти замылить глаза. И, может быть, вот эта карта, вот этот павлин высокомерие, это мы словно так немножко пафосными становимся, важными такими, да. И вот, кстати, когда мы более важные, мы становимся более легкомысленными. Как ни странно, да, парадокс. А потому что мы уверены тогда, что ну вот оно и дальше будет так. А нам говорят, да нет,
а дальше тут явно будет что-то меняться. У вас сейчас, в принципе, какое-то удачное, может быть, время решить какие-то поставленные задачи или вот как логические точки в чем-то расставить. И это постоянство. Вам, я вижу, тут нужно что-то продолжать. Может быть, это в принципе. Может быть, это, в принципе, какая-то история, когда, или пусть даже не история, а какое-то предложение, которое выглядит очень заманчиво, а вам туда не надо. Вот я вижу так. Так что это такое? Служанка. Вы словно можете оказаться в роли этой служанки. Хотя, может быть, и обратная, немножко другая ситуация. Вы, допустим, ну, служанка — это тот человек, который что-то делает, выполняет работу, да. Может быть, это вы выполняете, за это получаете деньги. Может быть, это вы кого-то нанимаете, и, вы платите деньги. Может быть, няня, может быть, клининг какой-то, тут все что угодно. Или нужно сделать, вам, ну, допустим, какой-то проект, да, закончить. И часть вот этого проекта вы надумаете кому-то перепоручить. Может быть, так, оплатив какую-то работу. И что это дальше? Вдовец. Тут какое-то, знаете, нет, тут я вижу немножко по-другому. Вы чувствуете себя словно в зависимой ситуации от какого-то человека, причем человека достаточно мудрого. Для кого-то из вас будет, может быть, даже такой момент. Я устал от каких-то нравоучений или устала, или от того, что мне говорят, делай так, не делай эдак. Но, тем не менее, этот человек, он для вас может быть постоянным каким-то. Или, может быть, это близкий человек. Или это может быть, в принципе, такая персона, которая достаточно надежная. Дворянин. А тут будет другая какая-то персона, которая, возможно, находится в сложном положении, и она вас будет к чему-то уговаривать. Или словно вы получаете, может быть, письмо. Может быть, и тут так, смотрите, тут будет немножко двояко. Либо это человек какой-то вам не рассказывает всей правды, а сам он находится в стеснительных каких-то условиях или положении. Но тут может еще и у кого-то второй вариант. Вы получаете от какой-то, может быть, организации или высокопоставленной какой-то персоны, или, может быть, официальную какую-то бумагу, и тогда вы все равно чувствуете, вам тут что-то нужно вроде как предпринять, да, какие-то действия с вашей стороны. Может быть, это и не обязательно. Вот у нас выпадает возлюбленная. У кого-то из вас это будет желание, ну вот что-то все-таки сделать по-своему, мои дорогие. И может быть повод к этому. У кого-то будет, например, да, даже личная жизнь. Вот, может быть, разъехаться, да, вот первая карта тюрьма. Может быть, это сложится ситуация у того, и у тех, точнее, из вас, у кого, ну, вот не все может быть гладко в семье, дома. И взрослые дети, например, хотят уехать от родителей. Или как-то там, ну, разъехаться, может быть, уже, ну, мы же все разные, может быть, был развод, к примеру, да, люди остались проживать вместе. И тогда, да, ну, все равно сталкиваемся с человеком, и до этого уже было много чего, о чем не хочется вспоминать, или, может быть, ну, сложные отношения. И вы тоже себя чувствуете, словно я в заточении. Вот вы пытаетесь решить какой-то вопрос, но мы, опять же, разные, и поэтому я не исключаю, мои дорогие, что для кого-то из вас тут ведь может быть и какая-то ловушка со стороны той персоны, которая пользуется тем моментом, когда вы в какой-то сложной ситуации. И что это для вас? Либо ситуация по работе, либо ситуация в личной жизни. Ну да, нам говорят, нет, тут вам нельзя рисковать собой, мои дорогие. Отложите какое-то, вот чего вы не видите, понимаете? Вот вы действительно не видите. Вы видите что-то именно так, либо как вам хочется, либо вы просчитали, но тоже как-то немножко однобоко, без обид. Все карты именно нам какую-то путаницу показывают. И вот если, смотрите, начало у нас было как карта тюрьма или ограничения, да, зависимая ситуация, привязанности какие-то или какие-то условности. Я словно кому-то что-то должен, да, и я вот оказываюсь вот в таком положении. Почему это может произойти?
Нам раскрыли карты, ну вот я итог попыталась подвести, что же это там за тюрьма. А тут у нас карта, она сродни башне. Тут какая-то трансформация. Вы не видите, что произойдет, может быть, буквально в конце января или в феврале, или в марте. Вы действительно потом чего-то не видите. Вы подумаете, или вы не видите, ну, вот так ясно, отчетливо людей, которые там имеют какие-то свои планы. Вам это может преподноситься в одном каком-то варианте или формате, а по факту это потом раскроется и будет что-то другое. Тут нельзя быть самонадеянным, это точно. События на пороге, но какие-то товарно-денежные отношения. Либо они касаются, опять же, ну, не буквально товарно-денежное, что вы покупаете или продаете, но даже люди, будучи в разводе, к примеру, да, когда они проживают вместе, там тоже где-то товарно-денежное, ну, все, они себя уже родными не считают. Просто вынуждены вместе находиться в определенном месте, в апартаментах, в квартире. Это тоже на нас как бы не, ну, так действует, мы не чувствуем себя свободными, верно? И значит, для кого-то из вас это может быть такая сложная ситуация, которую, ну, вот все то, что я, наверное, по первому варианту и описала, которая, ну, поднимается, может быть, из прошлого, или, может быть, человек сам какую-то историю поднимает словно наверх, на поверхность, желая с вами что-то обсудить. Но точно так же это могут быть вопросы работы. Это о чем нам тут хотят рассказать? Нет, тут больше вопросы дома или планируемого переезда. Вам бы хочется больше радости. Кто-то напрямую будет просто искать место переезда, например, правда? И вы будете рассматривать один, второй, третий вариант, поэтому будьте, ну, где-то внимательны с тратами. Придется вам явно тут что-то просчитать. Да, вам не без удачи, удача все-таки она все равно есть. Но вот понимаете, тут нельзя замечтаться от начала до конца. Может быть, подписать какой-то документ, надеюсь, на авось. Вот с первых дней января, я так думаю. Да, у кого-то путешествие, может быть, это у кого-то работа с переездом или переезд человека к вам. Может быть, наоборот у кого-то, да, когда съезжаются. Или ваша какая-то поездка. Может быть, работа прежде не предусматривала каких-то командировок, а здесь с первых дней месяца передвижений у вас будет больше. Я не исключаю точно так же, что какая-то новость приходит о человеке, который собирается к вам. Ну, может быть, или в вашу семью, или как-то вот есть какая-то конкретная персона, которая может к вам, ну, на ваш порог, может быть, буквально прийти. Но тут у каждого, опять же, по-своему. Или вам придется совершить много каких-то перемещений, мои дорогие рыбы и рыбки, пока вы разберетесь, увидите все своими глазами, или переместиться в какую-то местность, чтобы, опять же, увидеть самому. Не то, что нам там кто-то сказал, а вот как оно обстоит в реальной жизни. Ладно, интересно, что придет в вашу жизнь? Ну, радость, любовь, мои дорогие. Тут у нас буквально рождение ребенка, рождение чего-то нового, рождение нового союза, какая-то возможность. Но то, что радость будет, это факт. И нам вот, может быть, карты оракула говорят, ты тут, смотри, не замечтайся. А что уйдет? Лабиринт какой-то уйдет. То есть, несмотря на то, что может быть очень сложным вопрос или какая-то волнующая тема, все-таки отделить зерна от плевел вы сумеете, или вот эти логические точки расставить. Вот путаница и лабиринт– это уходит. А что приходит? Счастье, радость, любовь, благополучие. Да, это Бог. Что будет продолжаться? Теплый уютный дом, финансовая история, приход денег какой-то у вас будет. И нам говорят, смотри внимательно, потому что эти деньги, с учетом именно девятки, а 9 это у нас по нумерологии вибрирующее число, потому что следом мы знаем 10, единица, то есть это обновление какого-то цикла, и стало быть, впереди перемены, впереди что-то будет меняться либо у тебя, либо в том, чем ты участвуешь, имеется в виду работа или, может быть, там дела домашние, но внешние это какие-то перемены тут тоже могут быть. Но, в принципе, тут какая-то тенденция у вас может быть отчасти и на сохранение, но и динамика на финансы очень положительная. А вот правда тут от чего-то и не упустить, и не отказаться. Черти соблазнятся. Вообще, это карта искренних отношений. Но, может быть,
И карта искренней любви. Это не карта страсти. Это карта о том, когда мы понимаем друг друга с полуслов, с полувзгляда, может быть, даже так, да. Есть какая-то любовь, но вот не соблазняйтесь. Ну, может быть, нам просто говорит карта о том, что все-таки у нас тут обмениваются подарками. Какой-то человек, правда, с вами может быть только лишь потому, что у него есть свой шкурный интерес. Я надеюсь, все понимают правильно мой сленг. Ну, правда, товарно-денежные отношения. Но идут они через призму искренности. Может быть, и сами, мои дорогие, м, разделяйте как-то, да, все-таки, видите, путаница заканчивается. Тут ведь в отношении вас, вот вам, скорее всего, такой дают совет. Если ты решаешь какие-то материальные вопросы, то, ну, так и где-то и не становись таким безапелляционным, словно вот по этой карте, вот этим павлином. Отчасти так. То есть не добавляй э, сухой прагматики в свою любовь. И точно так же наоборот, если вопросы чувств, да, это одна какая-то ваша сфера жизни, то ты этих чувств не добавляй где-то в финансовую сферу, потому что финансы тут как будто больше сохранять впереди перемены нам советуют, может не потратить больше, чем следует, да, как-то повнимательнее. То есть не путайте вот эти две сферы эмоций и какой-то прагматизм. Но и будьте более доступны контакту, может быть и так. И при этом абсолютно рассудительны в тех вопросах, которые могут у вас, знаете, как судьбоносно решаться. Почему я так говорю? Потому что я допускаю для кого-то из вас то решение, которое вы принимаете в январе, оно будет иметь продолжение, это точно. На что соглашаться? Когда вы случайно услышали информацию, ее не нужно отгонять от себя, а нужно найти как будто ноги, откуда она пришла, откуда она растет, откуда она взялась. Может быть, это и будет какой-то альтернативный вариант. Вы очень интуитивны. И я должна сказать, то, что мы будем слышать в ближайшие месяцы, как будто ни в какие ворота не лезет. И не поддается никакому логическому смыслу. Но наша интуиция, она будет давать нам правильные подсказки. Вот подсознание, слушайте его. Потому что вот на что соглашаться? Потому что это, по сути дела, телепортация, да? И это то, чего нет. Вот, а тем не менее, позиция на что соглашаться. Поэтому то, что мы, ну, знаете, либо в виде подсказок нашей интуиции получаем, либо то, что мы случайно услышали, а тут не происходит все ну, просто по воле случая на короткий момент. Либо люди, либо информация. Нам нужно постоянно анализировать, для чего это нам нужно. Или почему именно это событие пришло в мою жизнь, или почему именно эта информация меня нашла. Потому что во всем будут подсказки. Нельзя чего-то прогнать. Просто понимайте, что вам нужно, видимо, какой-то период вашей жизни постоянно рассматривать для себя какие-то альтернативные варианты. Или иметь какой-то запасной вариант, буквально запасной аэродром. Ну вот как-то так. Чего опасаться? Хитриков каких-то чужих, карта вора, буквально. Сохраняйте свои финансы. Мы говорили, что мало что пригодятся, но тут нам могут и транслировать неизвестно что. Не вкладывайте пока деньги, да, даже если есть у вас какая-то сумма. Не потратьте слишком много, чем следует. Будьте внимательны к паролям аккаунтов. Не открывайте все подряд, может быть, письма, которые приходят на ваш e-mail. То есть ну, нужно уметь себя беречь, но и, безусловно, не впадать в какие-то иллюзии. Вот руку на пульсе держите от начала до конца. И, наверное, все то, что я сказала, это, ну, такой совет по тактике вашей, можно сказать. Ну, понятно, вы перекладываете на себя, как-то это подстраиваете, как это откликается вашей душе. Но, тем не менее, тут есть предупреждение, мои дорогие рыбы и рыбки. Есть как и радость, есть и какая-то удача, есть и возможность. Но все это, понимаете, нужно переложить на последующую эпоху, как будто, как новый виток, может быть, вашей судьбы. И сделать это так элегантно, очень грамотно. Перекладывайте на себя. А я благодарю, что вы смотрите мои видео, за то, что вы мне пишете душевные комментарии. Оставайтесь со мной, подписывайтесь на мой канал,
Читайте мои публикации, я оставлю ссылки в описании под видео. Прочитайте, правда, «Коридор возможностей» на 2026 год. Сверьте свои планы с расписанием звезд. А я вас люблю, мои дорогие, и вы будьте счастливы, будьте любимы всегда.